Всем привет! Сегодня в Рождество вот такая красивая, нежная история. Я поздравляю вас всех с наступившим Рождеством. Люди добрые, поддержки вам от Господа Бога. Храни вас Господь. А сегодня мы полюбуемся вот на такую красоту. Это цветение белых, нежнейших, красивейших, эффектнейших, необыкновенных орхидей. Да, у них есть отличия, да, у них разные губки, разные вкрапления на колонках. Но сегодня мы посмотрим очень красивое цветение моих белых оттенков орхидей. Это не все орхидеи, которые войдут в формат сегодняшнего видео, потому что все поместить вот на этот мой журнальный столик около новогодней елочки просто невозможно. Это где-то 40% всех тех белых орхидеек, которые цветут на сегодняшний день. Если, конечно, у меня останется время в видео, я пройдусь по стеллажам, покажу вам, что еще цветет. Но сегодня мы будем любоваться именно на те сорта, которые не входят в обзоры. Но как-то так получается все мимо. Либо те, которые стоят далеко на стеллажах, и мы всей красой увидеть их не можем. И, конечно, полный распуск моя вот такая вот желторотая белая страна в варианте цветения двух орхидей Дарвин. Вот эти вот яичный глазик, желтый красивый желток, который располагается в центре орхидеюшки. Ну а начнем мы сегодня вот с этой орхидеи. Это орхидея Шакира. Это название вы мне написали. Я, естественно, когда покупала эту орхидейку цветущую, это мультифлора, но мультифлорный тип цветения у этой орхидейки. Но посмотрите, какие листья. Совсем не мультифлорки, совсем не миди размера. Это очень красивая, разлопухастая красавица. Ну, необыкновенная листва и на уровне красивой, мощной, зеленой, темно-зеленой листвы, рельефные у нее вот такие в этом году. Это первое домашнее цветение. Поэтому обижаться на эту орхидею, конечно же, я не буду. Насколько она дюжит, настолько она и цветет. У нее вот в этом году, посмотрите, это новый, абсолютно новый цветонос. И вот это абсолютно новый цветонос. Эту орхидею я покупала, по-моему, с двумя цветоносами. Да, один из них, вот она на себе оставила его, она не отсушила, а второй цветоносик она отсушила. Я, конечно, ждала какую-нибудь боковую почку с цветоноса старого на этой орхидейке, но нет. Она мне дала абсолютно два новых цветоносика на уровне прекрасной, шикарной корневой системы. Здесь у нее ого-го, в горшке полный гуд, как я скажу. Секунду, вот, посмотрите, корневая обалденная. Я только сейчас ее полила, как раз вот достала растения со стеллажей и просто сделала вот такой полив. Потому что они у меня стоят далеко, и доставать их очень-очень сложно. Вот таким образом сейчас в этом году цветет моя Шакира. Она чем-то мне напоминает цветение орхидеи Майя, согласитесь. Что есть, какая схожесть? Конечно, на нижних петалиях у нее вот такие крапушки, очень красивая. Майя, она немножко помельче цветочком, а вот Шакира моя вот таким образом в этом году цветет. У нее очень красивый центральный язычок. Видите какой? Он коричневый, необыкновенный. Есть какая-то схожесть у этой орхидеи со стюартианой Пикачип. Что-то есть. Конечно, стюартианка, она более эффектно выглядит, но Шакира, она берет, ну, знаете, своей такой самобытностью. Вот действительно у нее необыкновенный вот такой вот центральный глазик. Тип цветения этой орхидеи мультифлора. У меня просто очень сухо на балконе. Растет она на балконе на кухне, видите, несколько бутончиков. Вот бутончик она сбросила, и вот этот бутончик она сбросила. Орхидеи все достаточно. Корневая отличная, листовая розетка отличная, но из-за сухого воздуха
вот этот вот более свежий цветоносик, он потерял 2 бутончика. Но ничего страшного. Я думаю, она еще нас подивит с вами своей красотой. Так, перемещаемся с вами дальше. Ну, давайте покажу орхидею, которая имеет красный глазик. Очень похожа она на орхидею Red Lip. Эту орхидейку мне прислала Анна Гусева с канала Анна Гусева Орхидс. Это одна из спасенных орхидей с базы Камелия. Помните историю? На канале снималась. Мы всем миром с вами спасали растения, которые не попали в сетевые магазины на реализацию. И, к сожалению, они стали на базе просто пропадать. Я знаю истории, мне писали вы о том, что получилось спасти какой-то процент орхидеюшек. И слава богу, всем миром спасли, что могли. Вот так она у меня зацвела. Это, естественно, первое домашнее цветение. После, я вам могу сказать, сейчас покажу вам, после того, как эту орхидейку мне Анна прислала, орхидея у Анны несколько месяцев восстанавливалась, но потом Анна решила мне ее подарить. Вот так пришла она у меня. Здесь был убран лист, потому что лист был, он, знаете, был мокро переохлажденным. И потом у Анны он, слава богу, стал восстанавливаться. Ну, он не восстанавливаться, а просто подсыхать. Пошел некроз. Когда орхидея в посылке ко мне приехала, у нее, конечно, уже такой вот и один, и второй лист, вот здесь и здесь, они были очень-очень темными. И некрасиво выглядели. Я вот здесь укоротила один листочек, второй просто сам собой орхидея скинула. Но после того, как я пересадила крайне щадящим способом эту орхидею, когда старый грунт я протрясла на сите. Знаете этот способ, который является стопроцентным способом выхода растения из глубокого стресса. На сите ее грунт просеяла, добавила новую кору, вот эту невлагоемкую, орхидея как пошла в рост. Я вам показывала, посмотрите, сколько там корней. Доставать я не буду, корней предостаточно. Орхидея замечательно себя чувствует. Вот эти вот доморощенные уже 3 листочка, это, конечно, показательно. Развивается она просто замечательно. Ну и вот в этот раз у нее ответвление на старом цветоносике и новый цветоносик. 4 цветочка, не так много, но когда орхидея имеет несколько осевых цветоносиков, да, где-то боковой росточек, где-то центрально-осевой цветонос, она смотрится очень-очень хорошим таким не слабеньким облаком красивых цветов. Вот такая красавица. Давайте я вам сразу покажу вот эту, только что начинающую. Вон она, слушатель наш. Сим, покажись, Сима. Нет, мы заняты. Вот эта орхидея необыкновенная. Мы вместе с вами ее пересаживали. Система посадки этой орхидеи двойной горшок. Вот он, двойной горшок и посадка этой орхидеи. Посмотрите, какая она мощная. Вместе с вами пересадили обязательно в нижний уровень на слой крупной коры, которая располагается в дренажном уровне. У меня пошел слой кокосового волокна. Орхидея просто очумела от такой посадки. И я вам могу сказать, все то, что образовалось вот в горшочке у этой орхидеи, это, конечно, отличный, просто отличный результат пересадки растения в этот горшок с очень хорошими компонентами грунта. И вот в этот раз у нее боковой цветонос на старом цветоносике. Ой, слушайте, я когда ее покупала, как она мне понравилась. Знаете, чем понравилась? Вот этой вот крапчатой структурой лепестков, шарообразной формой. Я очень люблю орхидеи, которые имеют в своем распуске цветы шарообразной формы. Я просто их обожаю. И когда я ее покупала, она очень эффектно выглядела. В магазине у нее было 2 цветоноса, плотно-плотно покрытых бутонами. В домашних условиях она не стрессовала, она распустила все, что у нее было, достаточно долго цвела, держала оранжерейные цветы. И потом, я вам могу сказать, достаточно долго восстанавливалась.
после неестественного оранжерейного цветения, потому что на уровне маленькой розетки листовой, маленьких корней, два шикарных толстенных цветоноса благодаря подкормкам, взращиванию орхидей, как я говорю, на букеты. Вот после того момента орхидея очень долго восстанавливалась. И только вот такая хорошая вкусная посадка, пересадка орхидеи в хороший большой объем горшочка. Это, по-моему, у нас альтернатива. Да, те горшки, которые я очень люблю. Орхидея великолепно пошла в рост и дала вот таким зимним цветением у нас вот такие коренастые, обляпанные бутонами цветоносы. Как-то мне один раз написали: Ирина, не надо говорить обляпанные. Это так некрасиво, девчонки. Вы знаете, для меня все слова, которые я употребляю в характеристиках для описания своих растений и цветов, они все сказаны с большой-большой любовью и лаской. Красивая орхидея, я, конечно же, жду ее цветения. Стоит она у меня в зимнем саду, вот там растет. А на нижнем стеллаже, в самом углу, все, я ее достаю для того, чтобы мы вместе с вами могли наблюдать дальнейший распуск ее шикарных цветоносов и вот этих красивых шарообразных цветов. Вот сейчас вы видите, она только начала распускать этот цветонос, но потенциально потом она начинает растить свои цветы. Видите, они становятся более крупными, вот такими, очень-очень красивыми. Она смотрится как фейерверк, небесный фейерверк. Очень красивая орхидейка. Посмотрим, что она нам выдаст. Она, кстати, очень любит доращивать еще свои цветоносы. И бутоны, посмотрите, здесь вот прям читается форма шарообразных цветов. У нее прям вот бутоны как мячики, огромные мячики. Видите, какие? И губа-то, посмотрите, какая у нее зачетная, эффектная. Губка у нее знатная. Чем-то она мне напоминает орхидею азиатские джунгли, Asian Jungle. Согласитесь, да? Что-то общее есть. Сима. Вы посмотрите, не уходит. Любуется. Тебе цветочки нравятся, да? Ох, как она любит орхидеи. Так, девчонки и мужчины, ну вот, пожалуйста, вот она, страна желтоглазых орхидей. Реально, смотрите, как желточек на сковородке. Я не знаю, мне так они нравятся. Орхидея Дарвин – это особая орхидея, особая моя любовь. Это орхидея на выставке завоевала очень хорошее место. Ее отметили эксперты, выставочные эксперты, которые занимаются действительно, отбирая красивые сорта, давая им качественную оценку. И эта орхидея получила признание у экспертов. Вот такие вот красивые, необыкновенные цветочки, вот, имеющие желтенький глазик в этом году. Вот посмотрите, как цветет у меня вот это красивое. Это вот 3 цветоноса, вот 3 одной орхидейки. Смотрите, какая прелесть. Эта орхидея, которая имеет 3 цветоноса, у нее получается немножко, чуть-чуть совсем покрупнее розетка, нежели вот у ее сестрицы. Вот, и получше чуть-чуть была корневая система. Хотя они обе очень красиво выглядят, очень здоровенькие, с хорошим крепким иммунитетом. И это видно по состоянию листьев, по состоянию корешков. А когда у орхидеи все хорошо, она способна цвести именно так, как она это делает сегодняшним зимним цветением. Они в разные стороны немножко, я их не подвязываю, они у меня растут на верхней полке полукруглого стеллажа. И как-то, вы знаете, не подвязываются эти цветоносы у меня. Они очень хорошо, красиво ниспадают вниз с верхнего уровня стеллажа, на котором она растет. А у ее сестрицы 1 цветоносик. И то это боковая отводочка вот от основного осевого цветоноса центрального.
Но когда они стоят вместе, это необыкновенно нежная желтковая история. Очень любит доращивать свои цветоносики. Видите, уже начала это делать. Так, вот везде у нее начинается рост краешка цветоносов. Я думаю, не только эксперты, но и мы с вами, конечно же, тоже можем оценить красоту, необыкновенный формат цветения этой орхидеи. Благодаря сегодняшнему цветению моих орхидей Дарвин. Некоторые еще называют эту орхидею кошечки. Ну и дальше мы вместе с вами переключаемся на цветение вот этой орхидеи. Девчонки, я раньше думала, что это орхидея Red Lip. Но оказывается нет. У орхидеи Red Lip нет вот таких розовых разводов около центральной колонки. Посмотрите, как красиво в этом году цветет эта орхидея. Сумасшедшая! У нее всегда очень красивое, грамотное расположение цветочков. Она их всегда очень воспитанно располагает рядышком друг с другом. Я не знаю название этой орхидеи, я догадываюсь. Очень она похожа на орхидею Мадонна. Девчонки и мужчины, знающие, пишите. Я обязательно с вашей помощью подпишу эту орхидейку. Высказывайте свои предположения. Ну, цветет, конечно, она в этом году зачетно. Вот такие красавицы поучаствовали у меня в сегодняшнем видео. Давайте уже по цветению других белых моих орхидей мы прогуляемся с вами в одном из моих следующих видео. А на сегодня я буду заканчивать, показывать вам вот эту необыкновенно красивую нежность. И хочу пожелать вам всего доброго, здоровья и благополучия. Всего вам самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока, до новых встреч!